Друзья, всем привет! Вы на канале Варанча. Наши выпуски с Галапагосских островов продолжаются. И сейчас мы приехали на остров Сан-Кристобаль. Это тот остров, который контролируют морские котики, а не люди. И в этом выпуске мы познакомимся с ними поближе, прогуляемся по острову и посмотрим главные достопримечательности. Поехали! Feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight and die for the things you know you love. Ну что, друзья, мы вчера приехали на остров Сан-Кристобаль. Это наш последний остров путешествия по Галапагосам. Вот, островочек небольшой. Я бы даже сказал, что это самый маленький остров из всех, которых мы посещали. Здесь также находится аэропорт, сюда тоже можно прилететь, но мы прилетали не на этот остров, потому что билеты сюда стоят гораздо дороже. И здесь не такая развитая инфраструктура, как на острове Санта-Крус, но гораздо веселее, чем на острове Изабелла. Сейчас покажу вам, как выглядит пирс, куда мы вчера приехали. Здесь, правда, сегодня какой-то марафон, очень много военных. И самое интересное, что сразу уже возле пирса здесь есть, скажем так, такое место, где нас встречают морские котики. Правда, сейчас отлив. Вчера морских котиков было гораздо больше, но мы не смогли нормально снять, потому что у нас были чемоданы. Вот товарищи лежат уже на ступенечках, отдыхают. Второй товарищ там ползет, кто-то там плавает. Вот их очень много здесь. Также сейчас покажу вам, мы вчера уже прогулялись по острову, начали изучать основные достопримечательности. Все мы не посмотрели, здесь только можно пройти в крайнюю часть острова, там несколько пляжей, есть смотровые площадки. Вот мы вчера посетили два основных пляжа, где мы увидели огромное количество морских котиков. Сейчас вы этом увидите сами, как это было. Вот. И после этого мы уже отправимся дальше на смотровые и попробуем покупаться там на пляжах вместе с морскими котиками. Мы продолжаем исследовать остров Сан-Кристобаль и пошли прогуляться в сторону смотровой площадки, как в принципе на острове Изабелла. И по дороге мы хотим посетить несколько пляжей. Вот один из них хочу вам сразу показать. Пляж называется Плая Ман. И здесь кафешечка такая, можно посидеть, отдохнуть. И сразу такой товарищ лежит на входе. Привет, бро. Ой, а здесь их очень много. Просто посмотрите на это. Вот бегут малыши. Да, конечно, на этом острове очень много морских котиков. Я даже не ожидал. Здесь кто-то купается, загорает. Там еще морские котики. С той стороны морские котики. Это вообще первый пляж, который мы нашли на этом острове. И мне здесь уже нравится. Наверное, нужно прийти сюда с масочками, с трубочками, поплавать, с ними пофотографироваться. Ну, прям круто, круто, круто. Вот эти товарищи играются. Ой, он кусает его. Здесь просто такие кафешки, люди сидят, и рядом с ними морские котики. Вот зевают. Кушаешь, пьешь кофе, чай. И, в общем, у тебя вот такая движуха вокруг. С другой стороны пляжа их еще больше. Особенно там в кустах. Все пытаются с ними сфотографироваться, но они быстро начинают бежать. Но, в общем, это немножко страшновато, потому что они ведь не маленькие.
Вот просто гляньте, под деревом целая команда. Это малыши. Вот когда ходишь рядом с ними так, они вообще никак не реагируют. Но как только присаживаешься, либо хочешь сфотографироваться, особенно вот такие большие страшные, они постоянно кричат, шумят. Ой, там чихает кто-то. Саня. Ой, водичка чихает. Здесь еще. Ой, просто посмотрите на это. После этого можно вообще ни в какой зоопарк не приезжать. Это просто крутейшее впечатление. Вот и сколько. Я думаю, что мы сюда придем на днях, чтобы поплавать с маской, с трубкой. Ой, он машет. Привет, бро. Привет, привет. Вот маленький насыпает. Здесь ребята фотографировали с морским котиком, и он забрал тапок. И не отдает теперь. Одна отвлекает, а вторые хотят забрать тапочки. Я думаю, надо быстро забрать, нет? А, у тебя есть палка, дай палку. Мы дали девчонке нашу селфи-палку от GoPro, и она этой селфи-палкой смогла достать тапочек. Еще мы выяснили одну особенность, что это, оказывается, не все морские котики. Вот, например, лежит большой товарищ, это морской лев. Он гораздо больше размерами, и у него немножко отличается форма черепа. Так. А это все уже морские котики, они поменьше. Популяция и морских котиков, и морских львов на Галапагосах приблизительно одинаковая. Мы идем дальше. По дороге на второй пляж нам встретился товарищ, которого мы еще не видели на острове Сан-Кристобаль. И вот он. Это первая игуана, которую мы встретили на Сан-Кристобале. Уверенной походочкой, как обычно, продолжаем движение дальше. Я не слышу криков морских котиков. Не слышу людей. Так, сейчас еще отлив. Может быть, когда прилив, котиков еще больше. А, вон лежат товарищи. Там на камнях. А вот и люди. И игуана. И вот, кстати, лежит морской лев. Видно, что у него такой бугорок на лбу. Я сейчас увеличу, посмотрите. Вот такая картина. Товарищ игуана и морской лев. Сегодня прочитал в интернете, что галапагосская игуана может останавливать свое сердце на 45 минут и не двигаться, если чувствует, что где-то поблизости есть акулы, чтобы на нее не напали и никто не съел. Вообще остров действительно меньше, чем все остальные, которые мы посещали здесь на Галапагосах, но круто то, что вся необходимая инфраструктура рядом, все расположено очень удобно, нет ничего лишнего, есть и продуктовые магазины, например, которые очень сложно было найти на острове Изабелла. С пирса до отеля мы дошли пешком, нам даже не потребовалось брать такси. И мне кажется, что на этом острове морских котиков гораздо больше, чем людей вообще, туристов, которые сюда приезжают. Один морской котик запутался в леске или веревке, и девушка с ресторана напротив пытается ему помочь.
Главное, чтобы это был не крючок. Это крюк, смотри. Да, это большой крюк. Ничего необычного, просто ничего необычного. Морской лев размером с мотоцикл. Ну, так просто хотелось бы показать. Мотоцикл и лев. А вот еще один. Товарищи, вы вообще что-то делаете, кроме того, как просто лежите? Так как дорога к смотровой площадке проходит мимо тех пляжей, которые мы посещали вчера, я не смог удержаться и опять показать вам кого? Морских котиков. Мне кажется, этот выпуск можно будет назвать просто «Царство котиков». И их сейчас очень-очень много, больше даже, чем вчера. Посмотрите на это. Там вдалеке их еще больше. Опять же кафешки. Можно завтракать и сидеть рядом с морскими котиками. Вот это посередине вообще, товарищ. Ты что, загораешь? Вдалеке видно пляж, где мы только что были. И весь наш городочек на острове Сан-Кристобаль. И это все. Больше здесь ничего нету. Но хотя остров длинный, а в ту сторону на север, если пройти, точнее проехать, очень много экскурсий на этом острове. Я даже не знал вообще, что их так много здесь. Но они все похожи на те экскурсии, которые мы уже посещали. Возможно, мы куда-то и поедем. Скорее всего, если мы поедем, это будет экскурсия на Кикер-Рок. Это гора, точнее скала, похожа на морского котика со стороны. И там живут акулы-молот. Это единственное, что мы еще не посмотрели. Там, конечно, лучше заниматься дайвингом, но для этого нужен сертификат выше, чем у нас есть. Вот, поэтому надеемся, что если поедем, во время снорклинга сможем увидеть акул-молот. Если не увидим, тогда мы, наверное, расстроимся, потому что все остальное мы уже видели вот так вот. В общем, я вчера говорил, что мы все-таки, скорее всего, возьмем маски, трубки и гидрокостюм, чтобы поплавать здесь с морскими котиками. Мы пришли на второй пляж, который больше. Покажи, как выглядит пляж. Вот. Здесь пока я не вижу никого, кто бы хотел поплавать, кроме меня. Я очень сильно боюсь, потому что когда ты в океане встречаешь котиков, они такие улыбчивые. Здесь на берегу многие котики агрессивно настроены, начинают бежать за тобой. В общем, посмотрим, что меня будет ждать. А мы взяли снаряжение возле отеля, кстати, недорого. Я взял длинный костюм, он стоит $8, ласты и масочка. В общем, все это вышло в $13. Пожелайте мне удачи, там уже кто-то кричит. Я сейчас пойду туда. Поснимаю, посмотрим, что там есть.
Два морских котика. В общем, здесь столько черепах, что я столько даже не видел за всю свою жизнь. Вот. Их здесь очень много. Таких маленьких морских котиков там тоже несколько было. Я с ними поплавал. Сейчас посмотрим, что я снял. Я надеюсь, что я снял что-то красивое. Мне кажется, они там прям любовью занимались при мне. Ну, черепах это вообще капец. Здесь очень много черепах. И на суше они страшнее, чем под водой. Там они вообще просто вокруг тебя плавают, даже близко не подходят. Вот. В общем, очень классно. Там дальше. Вообще. Там дальше вода прозрачная. Но не такая прозрачная. Здесь очень плохо видно всё. А там вода лучше, там прям черепаху. Блин, я видел черепаху с таким хвостом. Это значит самец. Я в жизни еще ни разу не видел такую черепаху. Классно. Ну, плохо видно. Может, сейчас лучше будет. Вова там плавает с морским котиком, а второй пытается у него отобрать камеру. Не знаю, будет сейчас видно или нет. Высовывается мордочка, кусает камеру. А он плывет за ним. Смотри, батарейка. Наигрались? Ну. Пока. Она разрядилась. Пока. В общем, после пляжа мы решили прогуляться дальше, глубже, потому что в конце этой тропы находится красивая смотровая, якобы, как утверждают в интернете, и еще одна бухта, где можно поплавать. Но погода здесь, как всегда на Галапагосах, меняется очень быстро. Пошел дождь, все затянуло тучами. В общем, мы двигаемся уже по тропе в лесу. Здесь какая-то лестничка, якобы вроде по указателям. Я начал понимать, что мы вроде добираемся куда-то. Скорее всего, это вот смотровая площадка, потому что там расходилась дорога в ту сторону, в сторону бухты и наверх на смотровую. В общем, сейчас глянем, какие виды открываются. Бухта называется TJ Rateras, TJ Retaras, TJ Retaras.
В общем, как-то так. Я уже поднялся наверх, и здесь вот такой значок. В первом выпуске с острова Санта-Крус я рассказывал, что на Галапагосах летать на дроне запрещено. Вообще полностью запрещено. За этим следят, потому что это национальный парк. И могут летать только люди со специальным разрешением. Исследователи, научные программы. И вот эта смотровая. Первая, их здесь две. И какой красивый круизный лайнер там стоит. Там внизу люди плавают с масочками, с трубками. Лайнер, конечно, огромный. Я сейчас увеличу. Вот. Такие круизы на лайнерах здесь, на Галапагосах. Стоимость начинается от $3000 на человека и выше. Это за 7 дней и так далее. Ну, все это также зависит еще от судна, которое выбираете. Точно такой же вид, только немножко повыше. Я читал в интернете, что в этой бухте очень много черепах. Разных видов черепах, но вчера мы уже поплавали на берегу у одного из пляжей, который также очень популярен здесь. И черепах было, ну, просто очень-очень много. Так, ну вот мы добрались к мостику возле этой бухточки. Да, водичка здесь вроде как прозрачная. О, морские котики. Сейчас посмотрим поближе. Так. Вот опять морские котики. Вот такой местечок. Опа. А здесь в кустах спрятался Чарльз Дарвин. Памятник и еще одна смотровая площадка. Уже с другой стороны, на эту бухточку. Здесь вода прозрачная. Я думаю, что гораздо лучше все видно, чем на том пляже, где мы купались перед этим. А там спрятался круизный лайнер. В общем, вы помните это место? Мы сюда вернулись, погода наладилась, дождь закончился, мы взяли снаряжение после плотного обеда, думали поспать, но мы пойдем плавать. Да, посмотрим, что здесь есть. Это бухточка, куда мы сегодня уже приходили, но были тучи, а сейчас вот такая красота.
Вода вроде кажется сверху прозрачной. Вот. Но когда ты ныряешь, там очень много планктона, ничего не видно. Мы поплыли вдоль берега, потом мы поплавали здесь, в этом заливчике. Круто то, что здесь были морские котики, мы их поснимали. Но когда мы второй раз сюда приплыли, хотели сделать крутые фотографии, здесь стояли люди, они нам мешали. Народ, который плавает без гидрокостюмов, я вообще не представляю, что у них там между ног. Какие стальные яйца, почему? Потому что вода очень холодная. У нас здесь опять очередная катастрофа. Котик лег на чьи-то кроссовки. И мы не знаем, что они будут делать дальше. Катя пыталась им сказать, чтобы они забрали обувь, но они нас немножко проигнорировали. Галапагос — это когда ты сидишь, а рядом везде котики. Ребята, пора действовать. Смотри, как он изгибается, интересно. Да, он говорит: верните мои очки, верните мои очки. И самое главное, остался кет. Опа, а все, уже кет не нужен. Забирайте за носочки. Оп, и все, миссия выполнена. Вообще, сегодня мы узнали, что эти галапагосские морские котики занесены в Красную книгу как вымирающий вид. Когда находишься здесь на Галапагосах, об этом даже не задумываешься. Их здесь, особенно на этом острове, на Сан-Кристобале, гораздо больше, чем людей. Вот мы только что сидели на закате, на берегу, и я так посмотрел, и мне действительно показалось, что здесь котиков больше, чем туристов, которые пришли провожать закат. Вот такая вот интересная история. Ну что, вот и подходит к концу наше путешествие на острове Сан-Кристобаль. Нам остров очень понравился, он очень уютный, здесь приятные люди, много кафешек, но самое главное — это огромное количество морских котиков, где мы не видели такое количество ни на одном острове, поэтому остров обязателен к посещению. Да, очень жаль, что мы на этом острове находимся не так много дней, как на других островах. Когда мы снорклили здесь, мы видели огромное количество черепах. Столько черепах мы не встречали даже на экскурсиях. Столько морских котиков мы тоже не видели даже на других островах, на других экскурсиях. Поэтому всем рекомендуем отправляться сюда. У нас осталось крутейшее впечатление после этого острова. Спасибо за просмотры. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч.